Росомаха сидит в абсолютной тьме. Внезапно сквозь прутья клетки пробивается свет. Откуда-то сверху падает снег. Зимний солдат стоит за решеткой. Его руки и ноги прикованы цепями к полу. Откуда-то доносится голос. «Твои оковы ослабли, но ты далеко не свободен. Ты все еще несешь на себе цепи угнетения». «Я хорошо их знаю», – шепчет голос. Цепи внезапно спадают с рук и ног Логана. Он делает шаг вперед и толкает прутья, открывая дверь клетки. Он входит в длинный темный коридор. Вдоль стен тянутся клетки. Логан начинает идти вперед. Странный голос все еще эхом разносится вокруг. «Нас было много. Мы были легионом. Но теперь мы едины. Я свободен, не обременен, как и ты будешь, Логан», – шепчет голос. Зимний солдат резко останавливается, уставившись на парящего перед ним человека. Его лицо скрыто в тени, а одеяния развиваются вокруг него. Его волосы, кажется, стоят дыбом, паря вокруг головы. Легион протягивает руку. «Ты не помнишь своего имени. Ты не зимний солдат, но отзываешься на этот зов. Ты не образец и не оружие. Но позволю, чтобы с тобой обращались и владели как с одним из них». Логан поднимает руки, пытаясь выпустить когти, но вместо привычного скрежета металла слышны лишь цепи, вырывающихся из его рук. Цепи обвивают его тело, крепко удерживая. «Ты, мой друг, узник, потому что сам позволяешь себе им быть», – шепчет Легион. Он смотрит сверху вниз на Логана, пока цепи полностью обвивают тело мутанта. Легион подлетает ближе, и Логан поднимает взгляд, видя вселенную, сияющую в чертах Легиона. «Ты должен сражаться, Логан, не за кого-то, а за себя. Ты должен увидеть себя таким, каким вижу тебя я, потерянным, но не забытым. И знай то, что знаю я, здесь, внутри, мы не одни», — говорит ему Легион. Он протягивает руку и касается пальцем головы Логана, опрокидывая его. Цепи разматываются, пока Логан падает сквозь тьму. Он кружится в воздухе, мимо него проносятся образы. Я слышу голоса, Логан, голоса из неизвестного источника, хотя они становятся слабее. Они шепчут о Создателе, и в каком-то смысле, полагаю, он им и был. На самом деле, он был для меня и тем, и другим, Создателем и Разрушителем. Это он освободил меня из моей тюрьмы, моего физического тела. Но он не сделал меня целым. Это пришло позже, говорит ему Легион. Внезапно появляется рука и хватает Логана, крепко сжимая. Логан поворачивается и видит, что его держит Распутин. Омега Ред и Ильяна стоят рядом. Другие они были твоими истинными создателями. И более того, они были твоими хозяевами. А ты их инструментом. И как инструмент, они тебя использовали. Кричит Легион, пока Распутин сжимает Логана все крепче и крепче. Они никогда тебя не отпустят, Логан. Вот почему ты должен сражаться. Используй их инструменты против них. Освободись от своих цепей. И сражайся, призывает Легион. Логан издает яростный рев и выпускает когти. Металлические лезвия выдвигаются вперед, и он начинает кромсать массивную руку, которая его держит, освобождая себя. Он снова падает, но на этот раз его ловит лезвие меча Илины. Прорвись, освободись, ты Логан, ты это знаешь. Почувствуй это снова. Почувствуй это в своих костях. Они пытались отнять у тебя и их тоже. Они соединили твои кости с нерушимым металлом, процедура, которую они украли у мертвого ученого из другой земли. Просто очередное улучшение для их инструмента. Говорит ему Легион. Логан бросается вперед и взмывает в воздух, нанося удар по демоническому лицу Ильяны. Она внезапно распадается на сотни крылатых теней, которые отбрасывают его прочь. Ты не их, ты никогда им не был. Они могущественны, Логан. Говорит Легион, когда Логан приземляется у ног Омега Реда. Щупальца тянутся к нему, но Логан уворачивается. Грозные враги, это правда, но ты трещина в их броне. Увидь это, осознай это, используй это. Логан несется вперед, кромсая ноги Омега Реда, пуская кровь и повергая массивное существо на землю. Возьми цепи, которыми они держали тебя в плену, и используй их, овладей ими, как они овладели тобой. Продолжает Легион. Пыль от падения Омега Реда начинает рассеиваться, снова открывая Логану тьму. Но теперь он смотрит на самого себя, на теневую версию себя, которая движется вперед. Но есть еще один, тот, что внутри тебя. Всегда тот, кто не является ни хозяином, ни рабом. Твой величайший враг, предупреждает Легион. Логан снова выпускает когти и бросается вперед. Два зимних солдата сходятся в битве, обмениваясь ударами, кромсая когтями. Но Логан быстр. Он уворачивается от атак, отрубая руки своему врагу. Логан, ты должен видеть, ты должен знать. Этот не ты. Он никогда не будет тобой. Ты слышишь меня?
«Логан, ты должен сражаться», – командует Легион. Логан ревет и бросается на свою теневую версию, повергая ее на землю и размалывая в пыль. Он тяжело дышит и оборачивается, когда до него доносится новый голос. «Ты меня слышишь, Логан? Логан! Логан!» – кричит голос. Логан внезапно резко садится на больничной койке, хватая ртом воздух и вскрикивая от удивления. Он оглядывается и видит, что окружен оппозицией. Охранники целятся в него из винтовок. «С возвращением, Логан!» – говорит ему Фордж. Логан смотрит на собравшихся. Друзья, союзники. «Ты помнишь, Логан? Ты помнишь, кто ты?» – спрашивает Фордж. Логан закрывает глаза и глубоко дышит. Он выпускает когти с громким скрежетом. «Я лучший в том, что я делаю», – рычит он.